Всем привет! С вами Татьяна Захарова, я основатель интернет-магазина greenbird.ru. Ставьте нам лайк и подписывайтесь на канал прямо сейчас, потому что у нас будет очень весело. Мы сейчас с вами сделаем классное кольцо из бисера, точнее из мельчайшего жемчуга, похожего на бисер, и фенечку-браслет в дополнение к этому колечку. Поехали! Давайте я вам сразу покажу, какую фенечку мы будем делать. Я сплела вот такое вот полотно, фенечку из мельчайших жемчужин размера 2 мм и 3 мм, которые продаются у нас в интернет-магазине greenbird.ru. Посмотрите, здесь в описании под этим роликом я разместила ссылку на все материалы, которые я использую. Колечко я буду плести на нитке Fireline. Я возьму тонкую Fireline 4LB. Fireline — это такая рыболовная нитка-леска. Кольцо я буду делать на Fireline, потому что мое колечко будет все время у меня на руке, я буду с ним мыть руки, я буду с ним ходить везде, может быть, в море даже удастся с ним искупаться. Поэтому Fireline, рыболовная леска, мне кажется, для этого подойдет идеально, потому что она очень крепкая. А вот фенечку, браслет, я сделаю на своих любимых нитках для бисероплетения Toha 1G. Ну, во-первых, потому что Fireline дорогой, а во-вторых, потому что он все-таки очень жесткий, а для браслета мне хочется, чтобы он был вот такой вот плавный, струящийся. Ну и для этого, конечно же, больше всего подойдет специальная нить для бисероплетения. Ну все, хватит разговоров. Я беру Fireline и, не срезая нитку с катушки, вот столько где-то себе отмотала и начну плести. Я это делаю на всякий случай, если вдруг у меня закончится нитка, тогда я отрежу с другой стороны и продолжу плетение. Набираем 2 белых жемчужины, зеленую, 2 белых и снова зеленую. Подтягиваем это все на конец нитки и проходим через первую жемчужинку в обратном направлении, у нас получится колечко. Вот такое. Теперь набираем красную серединку, серединка у нас размера 3 мм. Набрали 1 красную, 3 белых и проходим через нижнюю беленькую в направлении снизу вверх. Подтягиваем, проходимся через вторую белую, тоже снизу вверх. Все как следует затянули. Теперь 3 белых жемчужины и проходим сверху вниз через крайнюю белую бисеринку. Подтягиваем. Опа, смотрите, у нас получилась ромашка. Теперь мы будем повторять этот рисунок. Наберем 1 зеленую, 2 белых и 1 зеленую. И проходим через третью белую бисеринку в направлении сверху вниз. Если получится, то сразу через 2. Вот так. Подтягиваем. Идем через 2 бисеринки. Зеленая, белая. Выходим вот отсюда из серединки. Подтянули и все. Смотрите, теперь наш рисунок будет повторяться бесконечное количество раз. Снова набираем 1 красную и 3 белых. И проходим через нижнюю белую, опять в направлении снизу вверх. Подтягиваем. Проходим через вторую беленькую. Дальше 3 белых бисеринки. Ну а мы плетем ромашки дальше. Ныряем сюда, вот через белую крайнюю, сверху вниз. Затягиваем как следует. Вот, еще 1 ромашка получилась. Ну и все, дальше точно таким же образом мы продолжаем плести ромашка за ромашкой до тех пор, пока не достигнем нужной нам длины. Если вы хотите браслет, может быть, вы хотите кольцо, может быть, вы хотите чокер. Смотрите сами, решайте сами, плетите до тех пор, пока не сделаете нужный вам отрезок. И важное замечание, очень важное замечание. Если вы будете плести на нитках для бисероплетения, я вот тут плету браслет как раз на нитке для бисера, то через ромашку нужно проходить несколько раз. Fireline очень плотная нитка, прям держит натяжение как надо. А если мы плетем на бисерной нитке Toha 1G или на какой-то другой, то наши ромашки получаются такими немножко расхлябанными. Давайте я покажу, как сделать их более крепкими. Что я имею в виду пройти несколько раз по ромашке. Ромашку на бисерной нитке мы плетем как обычно, точно таким же образом. Нижнюю часть, потом верхнюю часть. Но когда мы плетем на Fireline, здесь мы уже сразу переходим к зеленому бисеру и начинаем делать новую ромашку. Если мы плетем на бисерных нитках, эта ромашка получается не очень крепкая. Поэтому я сейчас лишний раз просто по всем этим бусинкам пройдусь по кругу еще раз и выйду прям опять отсюда же. Смотрите, вот так вот раз, пройдусь через все бусинки по кругу. Все, вот я вышла откуда надо, и теперь дальше опять зеленая, 2 белых, зеленая, и поехали снова.
Посмотрите на вашу нитку критическим взглядом, сами оцените, нужно ли вам дополнительный вот этот вот проход по ромашке или нет. Если она у вас такая не очень, тогда делайте. Если жесткая, то не надо. Вот мы сплели браслет и колечко нужной длины. Давайте я теперь покажу, каким образом мы заканчиваем наше украшение. Начнем с кольца. Посмотрите, колечко у меня состоит из 6 ромашек, и с каждой стороны у меня вот такие вот начальные кружочки, полуромашки. Сейчас я эти 2 начальных кружочка вот так вот сложу. Смотрите, видите, здесь у нас получается ромашка. Тут не хватает только красной бусинки серединки. Я набрала красную бусинку серединку и прохожусь через одну белую бусинку с противоположной стороны, вот так вот снизу вверх. Теперь я набрала 2 белых бисеринки для верхних лепестков ромашки и пройдусь вот сюда, вот с противоположной стороны, сверху вниз через обе белых бусинки. Прошла сначала через одну, подтянула, теперь прохожу через вторую белую, все подтягиваю, и нам остается добавить 2 нижних лепестка к ромашке. Набираем 2 белых бисеринки и через вот эти 2 беленьких боковых проходим. Замыкаем колечко ромашку, подтягиваем, и все, смотрите, мы сшили кольцо, закончили ромашечкой. Теперь я приду вот сюда, вот мне хочется прийти сюда, и знаете, что я сделаю? Я пройду через вот эту зеленую. 2 конца нитки у меня теперь рядом. Я срежу с катушки тот конец, который у меня оставался прицепленным, все. И свяжу 2 кончика вместе, просто 2 узла завяжу, 1, и затяну сразу. Ну, такое крепление на самом деле недостаточно надежно, нельзя завязать узел и сразу же обрезать. Есть вероятность, что он развяжется и кольцо расплетется. Поэтому мы сделаем еще 2-3 узелка по ходу плетения между бусинками, чтобы все закрепить. Ну, как обычно мы это делаем, когда плетем из бисера. Вот так вот пройдемся вдоль плетения и пару-тройку узелочков завяжем между бусинок. Сделали это на одной нитке и обрезаем под корень кусь. И точно таким же образом я закрепляю второй конец нитки, вдеваю его в иголку, несколько узелочков между бисеринками. Получилась красота, посмотрите, какая красота у меня получилась. Давайте я вам покажу. Божечки, какое красивое колечко. Оно идеально подходит к тем кольцам, которые у меня есть уже. Кстати, если вам нравятся мои другие кольца, посмотрите здесь в подсказках ссылка на ролик про колечко-грибочек. Очень классное мы плели из бисера в начале этого лета. И еще вот этот перстень я ношу не снимая с момента, когда я его сделала. Я просто обожаю это кольцо, любуюсь на него каждый день. Оно идеально подходит вообще ко всему. Посмотрите здесь в подсказках, ссылка на ролик. Обязательно сделайте себе такой же, гарантирую, будете сиять и радоваться, глядя на него. Но у нас еще недоделанный браслет остался. Давайте я покажу, как я приделываю к нему замочек. Когда мы начинали наше плетение, мы очень хитро поступили, посмотрите, и вставили сюда неразъемное кольцо. Во-первых, первый элемент этого браслета я сплела просто из зеленых бусинок, чтобы выделялись ромашки. То есть, когда мы делали колечко, вот эти 2 бисеринки у нас были ромашкой, белые, чтобы потом их замкнуть в кольцо. Когда мы делаем браслет, все первые бусинки мы делаем зелеными и надеваем неразъемное кольцо. И точно так же мы заканчиваем. Посмотрите, у меня в конце ромашка, я набираю 4 зеленых бусинки и неразъемное колечко. И теперь прохожу через 2 вот этих бусинки, снова сверху вниз. Ну, получается, замыкаем кольцо так же, как мы плели. Можно, на самом деле, прямо здесь уже начать закреплять нитку. Я сделаю узелок между бусинками. Ну и пройдусь теперь по ходу плетения, тоже пару-тройку узелочков я завяжу, чтобы у меня тут все было крепко. Так, ну все, я закрепила нитку, обрезаю под корень нитку, кусь-кусь. И у меня получается браслет. С 2 сторон он сделан одинаково. Видите, такая полудуга, и на ней неразъемное колечко. Что я делаю дальше? На одну часть этого браслета я приделаю замочек с помощью маленького овального соединительного кольца. Я его открываю, цепляю за него неразъемное колечко, которое ждет нас на браслете, и прикрепляю к нему замочек. Повесила замочек. И колечко закрываю. Опа, смотрите, как здорово получилось.
С другой стороны я приделаю колечко побольше, за это кольцо я буду цеплять, когда буду закрывать наш браслет. Открыла колечко, цепляю его за неразъемное и колечко закрываем. Все, наш браслет готов. Красота! Я хочу это срочно, как можно скорее примерить. Боже, какое оно летнее. Какой летний сет украшений. Летний браслет, летнее кольцо идеально подходит и к платью, и к моим кольцам, которые я уже сделала. Я надеюсь, что вы вместе со мной делали такие же, и у вас тоже теперь пазл сойдется, и все украшения будут друг к другу подходить. Вот такая у нас получилась красота. Украшайте такой красотой себя, подруг и весь мир вокруг. Обязательно ставьте нам лайки, подписывайтесь на наш канал и пишите комментарии. Расскажите, как вам такой браслет, нравятся ли вам такие ромашки, какого цвета вы будете себе делать. Ставьте в комментариях ссылки, показывайте, рассказывайте, что у вас получилось. Мне очень-очень-очень интересно. Давайте с вами поболтаем. Пока-пока. Помните, в прошлую пятницу я обещала 2 штука неведомых дрюки, вот такие вот классные висюльки для сережек. Посмотрите в подсказках, ссылка на ролик. Я там делала классные ромашки на вот таких вот колечках. Ну, не совсем на таких, но на очень похожих. И прямо сейчас я разыграю эти 2 компонента среди всех, кто оставил комментарий под тем видео. Я загрузила все комментарии. И теперь с закрытыми глазами промотаю и ткну вот на этот. Побеждает Елена Татарчук, и ее комментарий очень интересно получилось. Как раз недавно получила такие колечки, нужно будет сделать. Класс, Елена, поздравляю вас! У вас не только такие колечки, как в том видео, но еще и вот такие вот раритетные. Напишите нам на sales@greenbird.ru, и мы расскажем, как забрать ваш подарок.